Перед релизом версии 4.2.0 были соответствующие разговоры о том, что как раз таки с этим глобальным обновлением будут изменения игрового процесса. И в принципе оно было более чем логично, учитывая, что в начале октября, спустя месяц после релиза самой eFootball 2025, Konami проводили опрос среди игроков касаемо игрового процесса. Но реальность такова, что вроде бы некоторые изменения произошли, но они далеко не такие существенные, как нам того хотелось бы. Как бы то ни было, сегодня хочу поделиться своими впечатлениями от, скажем так, обновленного игрового процесса, рассказать, что заметил я, и заодно послушать, что заметили вы, потому что наверняка какие-то аспекты я так или иначе, но пропустил. Поэтому давайте сегодня поговорим про геймплей. Монеты для eFootball и FK25 вы можете приобрести у моих партнеров из Рожков Store, а также купить интересующую вас игру или подписку на любую платформу. Они работают уже более 10 лет и зарекомендовали себя как надежный магазин, предоставляющий качественные и безопасные услуги. Оплатить покупки можно не только из России, но и из любой страны тоже. И для вас у меня есть приятный бонус. По промокоду REALPES вы получите 5% скидки на первый заказ. Ссылка для заказа находится в описании. Приобретая товар в магазине Рожков Store, вы поддерживаете меня, поэтому не забывайте писать промокод. Первое впечатление, которое ко мне пришло после того, как я опробовал данный геймплей, скорее всего, этот момент поймут не все, но если вы все еще время от времени играете в PES 2021 на ПК и время от времени накатываете какие-нибудь любительские геймплеи, которые разработаны такими же игроками, как и мы, то вы наверняка знаете, что во многих геймплеях мячи ведут себя как-то странно, то есть они неестественно отскакивают далеко. Футболисты лишний раз не могут нормально обработать этот самый мяч, или же просто передачи идут куда-то не туда, с не той силой. И вот нечто подобное, по сути, я и наблюдал по ходу игры в eFootball после обновления. Непосредственная вещь, которую заметили многие во время игры в eFootball, так это то, что мяч теперь как-то дальше отскакивает от футболистов, когда они пытаются его обработать. Из-за чего некоторые маневры, некоторые тайминги у некоторых игроков пошли по одному месту. И теперь к этому аспекту надо привыкать по новой. Также как будто бы немножко изменилась точность передач и ударов по воротам. В принципе, игра и без того наказывала вас, если вы недостаточно сильно направили стик в ту или иную сторону, из-за чего пас все время шел не тому игроку. Но теперь как будто бы нельзя допустить даже малейшее недопущение именно в направлении стика. Ибо в противном случае мяч гарантированно пойдет далеко не тому игроку, которому бы вы хотели отдать передачу. То же самое касается и удара по воротам. Будь то в штрафной, из-за штрафной, пробивая поворотом, ваши футболисты, как правило, целуют штанги. И в одном из матчей дело дошло до абсурда, когда, играя против слабого состава, я нанес 17 ударов по воротам, 12 из которых пришли в створ, и я забил 2 гола. Точно так же, как и мой соперник, который забил тоже 2 гола, но который при этом нанес 5 ударов по воротам, 3 из которых пришли в створ. Да, скорее всего, это очередное проявление того же самого гандикапа, но в лишний раз неточность ударов и передач после обновленного геймплея это, как по мне, не умаляет. Складывается впечатление, как будто бы этого стало намного и намного больше. Также некоторые игроки заметили, что произошло изменение в игре на втором этаже, и теперь как будто бы рост стал влиять на это намного и намного больше. В целом, сами разработчики заявляли, что они сделают перерасчет каких-то рейтингов. Этот момент я, если честно, не до конца понял, но, судя по всему, это также влияет на геймплей, а именно по части игры на втором этаже. И теперь далеко не все футболисты, которые считались метовыми и имбовыми по части игры головой, остаются такими же. Ну и в целом, после обновления, как будто бы в игровом процессе стало чуть больше сумбура, хотя складывается впечатление, что мы это с вами отмечаем после каждого подобного обновления. Но сейчас как будто бы это стало чуть более явным, что ли. С последним обновлением в целом непонятно, в каком направлении собираются двигаться Konami и на что именно они решили сделать упор с этим обновлением до версии 4.2.0. Просто что-то подкрутили по мелочи, сделали чуть больше рандома, причем не самого естественного рандома. И как будто бы на этом все. Больше они ничего не собираются делать с этим геймплеем. В любом случае, как и всегда, если вы поиграете пару-тройку дней, то привыкните к этому геймплею, и вполне возможно, что он вам даже понравится. Но в то же время все эти странности связаны со странными отскоками, с неточными передачами на ровном месте и прочими подобными моментами, это все равно не отменяет, как по мне. Ну а что думаете вы, дорогие друзья, касаемо этого геймплея? Понравился ли он вам? Заметили ли вы какие-то существенные изменения в нем или же нет?
Обо всем этом и не только пишите под этим роликом. Также не забывайте подписываться на этот канал, если находитесь здесь впервые, и подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. На сегодня же у меня все. Всем спасибо за просмотр, побольше вам нервов и, естественно, приятной игры. Всем пока!